Всех приветствую. Падение биткоина в выходные дни продолжилось. Да, оно было не очень сильным и частично уже восстановилось, но под это дело начали подгонять негативные FAT новости криптовалют. Сегодня в видео посмотрим, как обычно, биткоин-прогноз, новости криптовалют и другие интересные события из мира крипты, которые меня зацепили и обратили на себя внимание. Начну вот с такой новости. Она оказалась, мягко сказано, не совсем правдивой. Кредиторы MTGOX опровергли слухи о возмещении биткоинов. Кто не помнит, MTGOX — это крупнейшая старая биржа, которую взломали, украли дофигища биткоинов. И теперь после расследования, после их возврата и судебных разбирательств, биткоины будут возвращать их владельцам. Но загвоздка в том, что их настолько много и украли их тогда, когда биткоин стоил $500, а сейчас биток стоит $20 тысяч. И все это грозит тем, что когда вернут биткоины их владельцам, они их просто продадут по рынку и задампят биткоин в пол. Вопреки слухам, попечитель MTGOX Нобуяки Кобаяши не приступал к распределению средств в рамках процесса гражданской реабилитации. Об этом заявил один из кредиторов обанкротившейся биткоин-биржи Эрик Уолл. Об этом он написал в своем твиттере. MTGOX не распределяет монеты ни на этой неделе, ни на следующей, ни на последующей. Какой источник? Я являюсь кредитором платформы. Система погашения еще не запущена. В настоящее время вы даже не можете указать, куда, на какую биржу вы хотите отправить свои биткоины, биткоин кэш. А слух был такой, что 140 тысяч биткоинов будут распределены уже 28 августа. Такие слухи возникли после того, как тот самый Кобаяши заявил, что конец августа будет началом ограничительного периода. И многие ожидали, что с конца августа уже начнут раздавать битки. В общем, данная FAT-новость не отработала, биткоин сильно не задампили, хотя это было одной из целью публикации данной новости. Но стоит учесть, что эта новость может выскакивать еще и в последующем. Данная тема будет раскручиваться, я думаю, еще не один год. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке в описании к этому видео. Кроме множества акций для новых пользователей, которые и так есть на бирже BinX, есть два дополнительных бонуса. Первый из них — это для зарегистрировавшихся по ссылке в описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. И второй бонус — это все, кто зарегистрируется по ссылке в описании, будут участвовать в бесплатной раздаче ваучеров на 20 USDT. Случайным образом будут выбраны аж 100 человек, и каждому достанется по 20-ке. Поэтому, сами видите, призов достаточно много, шансы выиграть велики. Розыгрыш проведем через несколько дней. За датой следите в новых видео и телеграме. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. И еще одна тема, еще одна FAT-новость криптовалют, которая постоянно еще с 2016-2017 года идет от разных источников. Это вопрос об обеспеченности тезера. И вот сейчас снова пишут, что тезер окажется технически неплатежеспособным при падении активов даже на 0,3%. Падение стоимости резервных активов на 0,3% может привести эмитента стейблкоина Tether USDT к технической неплатежеспособности. Хотя совсем недавно Tether и Bitfinex заявляли, что они практически ежемесячно проходят аудит, то есть их постоянно проверяют, способны ли они на выплаты. Но это не мешает опять вкидывать негативные новости про них и очередные слухи. Такая тонкая подушка акционерного капитала, пишут, грозит хаосом на рынке, если обязательства Tether превысят его активы. В таких обстоятельствах доверие может сократиться, что приведет к волне желающих конвертировать стейблкоины в фиат. То есть опять
Громкий заголовок, выливают кучу негатива на тезер, а по факту это всего лишь предположение, может быть, если будет, пока никаких предпосылок к этому нет. На сегодняшний день тезер остается самой популярной монетой, к которой торгуется вся крипта. Ну и в совокупности с этими негативными новостями и падением биткоина индекс страха и жадности перебрался из зоны страха, вчера была цифра 28, в экстремальный страх, цифра 24. Также стоит посмотреть на сентимент пользователей Твиттера. Периодически я заглядываю на него. Тенденция в негатив у нас продолжается. То есть вот такой тренд с отскоками наверх-вниз, но он идет все ниже и ниже. И вот сейчас в последнее время видим, как просто мощно преобладает негатив. Казалось бы, даже цена сильно не провалилась. Лои еще не обновили, местные, локальные. А негатив у пользователей Твиттера просто зашкаливает. Это, несомненно, хорошо для того, чтобы эти лои так и не обновить. Но посмотрим, как будет по факту. Но данный сигнал того, что настроение у пользователей Твиттера не к черту, это отчасти хорошо. Ну и кроме негативных новостей есть и позитивные. Вот, например, Ripple. Да-да, тот самый Ripple, с которым судится SEC, который такой плохой, с которым уже несколько лет какие-то судебные разбирательства. И он вдруг становится партнером Всемирного экономического форума, при этом получив от этого форума позитивные оценки. Всемирный экономический форум охарактеризовал деятельность Ripple как развитие технологий по передаче ценностей в сети интернет, создание инклюзивности, финансовой справедливости, моделей новой цифровой экономики для правительств, бизнеса и простых потребителей. Партнерство откроет Ripple доступ к ключевым площадкам для встреч бизнесменов и политиков, позволит предоставлять продукты напрямую заинтересованным отраслевым игрокам. Данный форум проходит ежегодно в Давосе, и в подтверждение можно перейти на сайт Всемирного экономического форума, листаем в самый низ, переходим, где у них вот Our Partners. Если здесь у нас Ripple, партнеров здесь достаточно много, но переходим на букву R. И вот у нас Ripple уже добавили на официальный сайт. Страничка со штаб-квартирой в США. Поэтому вот оно еще одно косвенное подтверждение, что судебное разбирательство SEC и Ripple либо закончится мировым каким-то соглашением, либо Ripple даже выиграет. А мы давайте посмотрим, что у нас на графике биткоина изменилось. Вот так выглядит дневной таймфрейм. Лей мы здесь не пробили, основной сценарий остается прежним. Смотрим на 4 часах. Что у нас здесь локально изменилось. Получили еще один пролив, и при этом от ключевого уровня пика бычьего рынка 2018 года, 17-18 года получили откупную свечу, и сейчас пока закрепляемся над ней. То есть такой ложный пробой. Посмотрим, как отработает данный свечной паттерн. Вообще он, конечно, по классике бычий. То есть откупились и должны идти наверх. Но всякое бывает. Пока подтверждения того, что серьезный разворот случился, пока нет. Из плюсов здесь у нас по-прежнему дивергенция, слабость нисходящего движения, и в приоритете по-прежнему для меня как минимум это отскок в волне B. Чем ниже мы здесь проливаемся, тем ниже у нас здесь будет целевая зона. Вот немного мы здесь спустились после прошлого обзора, и тем самым целевая зона также направляется немного ниже. На этот раз она в 22, 360 примерно, нижняя ее грань. Я думаю, на момент, когда, если будет образовываться вот здесь отскок, вполне вероятно, данная целевая зона на тот момент может совпасть с какой-нибудь скользящей средней, например, с той же 200-кой. Более старшая структура по-прежнему здесь, по моему прогнозу, это заходной импульс, коррекция, и далее направимся после формирования коррекции наверх. Локально же здесь, если смотреть только вот это вот последнее движение, здесь по-прежнему нисходящее движение. По-прежнему нисходящий тренд. Никаких отскоков здесь существенных не произошло, поэтому если ищете точку входа, я бы здесь пока не входил, дождался бы заходного локального импульса и потом уже на откате рассматривал вход. Так, давайте посмотрим еще несколько монет. Эфириум зацепим, но здесь такая же ситуация. Немного пролились ниже, также здесь дивергенция, также находимся в расчетной зоне, структура здесь аналогичная. После небольшого снижения расчетная зона для волны, возможной волны B, на 1730 переместилась. Фьючерсы на биткоине хотел бы показать. Перейдем вот на дневку, на дневной таймфрейм. И говорил уже ранее о гэпах. Вот один на 27500 и на 34300. И что мы видим? Вот здесь у нас маленький такой мини-гэпчик образовался, тоже зазор. Если даже мы пойдем ниже, то мы вернемся и закроем его, то есть на 19800, 19900 даже. Цена вполне может вернуться. Это так, к слову. Пока мы далеко от этого гэпа не ушли, вполне можем
чуть ли не в ближайшие дни его закрыть, но если уйдем ниже, то будет очередным таким ориентиром на возврат наверх. Глянем S&P 500, здесь также без особых изменений, но вот что интересно, на дневном таймфрейме мы пришли к скользящей 50-ке и пока удерживаем ее в зоне, где вполне может состояться разворот, хотя бы какой-то локальный. Будем наблюдать здесь пока локально также нисходящий тренд, но рассчитываю на еще одну пятую волну после завершения данного коррекционного движения. И посмотрим пожелания из комментариев. Просили монету Додо, что у нас на ней. Писали, что есть объемы. Я смотрел ранее эту монету, вот здесь движение похоже на треугольник, хаи понижаются, лои повышаются, ABCDE очень похоже на треугольник, возможно это и не треугольник, но движение достаточно схоже. Если это все-таки будет треугольник, то после него волна является последней, то есть треугольник является волной предпоследней в структуре старшего порядка. И судя по всему, судя по косвенным факторам, по тем же объемам, по индикаторам, данное снижение у нас затухает и вполне вероятно можем отсюда сформировать разворот. И здесь вполне можно, кстати, рассмотреть эту точку входа вот по таким признакам. То есть здесь мы увидели неплохой отскок, сейчас 3 волны вниз коррекционные. Если вам без разницы и вы не держитесь за какие-то там стопы, не хотите еще раз подстраховаться, то можно влетать хоть сейчас и стоп влупить вот сюда, за вот этот лой, и спокойно ждать роста на следующий импульс. Если же более консервативно и надежно, то стоит дожидаться вот здесь еще одного заходного, на импульсе уже рассмотреть, на его откате рассмотреть вход и стоп за него. Но для подстраховки вообще вот сюда опять. Но локально, если смотреть, здесь по-прежнему нисходящее движение. Да, неплохо выглядит более старшая структура, но локально здесь нисходящее движение. Поэтому я бы дожидался опять-таки локальный заходной импульс. Так, еще какие-то монеты отмечал. Да, еще ADO и One посмотрим. Начнем с ADы. Что у нас по ADе? Данные отметки я тоже уже давно делал. По мне так здесь завершился импульс, и сейчас мы находимся в большой такой его коррекции. Пришли к хорошему уровню, он у нас отрабатывал еще в апреле 2018 года, в начале булрана 2021 года проторговывали здесь и пробили его хорошим таким импульсом. И сейчас пришли в мае 2022 года и тестируем в качестве поддержки. Касаемо структуры, двойка у нас может спускаться вплоть до самого низа, не пробивая лои. То есть еще достаточно сильно может показать снижение, поэтому снижение еще возможно. Касательно индикатора, здесь у нас ослабевает движение, также можно рассчитывать на хороший отскок. Плюс от своих пиков ADO у нас уже сколько процентов? Ну не так-то и много. Обычно альты на 93-95% падают, здесь на 83 только. То есть падать еще ADI есть куда. И если приближаться и смотреть локальную ситуацию на 4 часах, к примеру, ну и как по другим монетам, а локально здесь нисходящее движение, нужно дождаться локальный заходной импульс. Если смотреть чуть постарше структуры и вообще по уровню поддержки заходить, можно спокойно вот сюда для подстраховки за вот этот лой поставить стоп, и после локального заходного импульса на откате войти будет неплохая точка входа. Потому что если пробиваем вот этот уровень поддержки, то перспективы дальнейшего снижения достаточно велики. Всегда есть вероятность полететь ниже, кто бы вам что ни говорил, но всегда рынок может пойти не по плану. На графиках торгую вероятности, поэтому вероятность того, что отсюда мы отлетим наверх, она достаточно велика, достаточно более надежный вход, чем, например, ранее. Уровень здесь неплохой. И еще одну монету в этом выпуске глянем, это монета One Harmony. Так, мы ее смотрели еще в прошлом году. 21 год, октябрь. Что у нас здесь отработало? Давайте посмотрим на 4 часах. Что у нас здесь было? На момент просмотра был у нас треугольник и ожидался выход наверх, судя по моему рисунку. Выход наверх у нас состоялся. Долетели мы аж до сюда, до 0.37. Это было окончание, волна 3. Точнее, волна 5 в волне 3. Это у нас дальше по структуре. Вот это снижение и вот это движение. В общем, структура отработана, и сейчас мы все это дело большое корректируем. Похоже на ситуацию по монете ADO. То есть большой импульс и сейчас коррекция всего этого восходящего движения. Так, все это сносим. Давайте заново посмотрим. Если смотреть на месяцы, мощные уровни. Вот здесь на недельке также неплохой уровень. Еще с 2020 года отработка. Плюс в 19 мы его цепляли. И что у нас здесь теперь на дневке? Объемы появились, отскок какой-то сформировали. По индикаторам также у нас
дивери рисуются. Но что касается структуры, которая у нас формируется здесь локально, пока не очень похоже на это заходной импульс. Больше похоже на 3 волны наверх. Здесь треугольник, связка и выброс наверх. Вполне вероятно еще снижение ниже. В любом случае локально здесь также нисходящее движение, здесь точки входа нет. Да, очень похоже на 3 волны. То есть волна А, потом треугольник в волне Б и волна С. После этого целевая зона у нас как минимум предыдущий минимум, который вполне вероятно отработает. То есть к этому уровню мы еще вполне можем подойти. То есть по монете One я бы пока не рассматривал возможность входа в лонг. Здесь все-таки вероятность пойти ниже выше. Напомню о спонсоре канала, биржа BinX. Регистрируйтесь по ссылке в описании, забирайте 20-ку, получаете кэшбэк повышенный на торговлю. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!